Мир вам и милость Всевышнего, друзья! Давайте сегодня я поделюсь с вами самым вкусным рецептом голубцов. Итак, нам понадобится хорошая капуста с тонкими листиками. Конечно, я взяла большую капусту, не было другой в магазине. Берите качан где-то килограмм-полтора. В первую очередь нам надо поставить большую кастрюлю с водой, пускай закипает, насыпать туда соль. В это время мы избавляемся от черенка капусты, вырезаем его аккуратно. И не менее аккуратно опускаем капусту в воду, чтобы кипяток не брызнул на вас. Оставляем кипеть. Как закипит, нужно будет перевернуть, чтобы листики были мягкие. В это время займемся фаршем. Промытый рис добавляем к фаршу и измельчаем в блендере зелень вместе с луком. Можно, конечно, мелко порезать руками, но, сами понимаете, в блендере быстрее. Первую порцию я перемолола зелень с луком, потом просто лук. Добавляем соль, перец и тщательно перемешиваем. Вот так аккуратно переворачиваем капусту и снимаем листики по мере их нарастания на капусту. То есть верхние листы снимаем и по кругу. Пропарились хорошо, естественно, не все листы. Убираем верхние 2-3 слоя и оставляем опять, чтобы она пропарилась. Через несколько минут можно снимать и остальные листы. То есть даем капусте достаточно пропариться, чтобы листики стали со всех сторон мягкие. Делаем это аккуратно, потому что вода кипит. Старайтесь не обжечься. Вот сколько у нас листиков получились. Есть листики маленькие, большие, средние. Я не люблю очень крупные голубцы, поэтому маленькие листики я просто убираю. Вот средний. Листики, естественно, в капусте разные. Маленькие я оставляю так, только убираю сердцевинку, чтобы одинаковая толщина была. У капусты есть огромные листы, если капуста была большая, как у меня. Убираем сердцевину, вообще вырезаем. Но даже эта половинка большая для голубца, поэтому ее мы делим еще на 2 части. То есть один большой лист мы разделили на 4 части и закручиваем небольшие голубчики. Голубцы я закручиваю вот так, таким способом, с одной стороны открытые. Но это если половинка или четвертинка. Целый листик я закручиваю целиком, покажу вам тоже. Фарш останется на месте, не упадет, не переживайте. Вот сейчас покажу вам, как на 2 части просто разделить. Это средние листики, которые их можно только на 2 части разделить и также заворачивать голубцы. Вот подворачиваем, потом сбоку и дальше вперед. Теперь нам осталось аккуратно сложить наши голубцы в кастрюлю и отправить их готовить. Для этого нам нужно накрыть их тарелкой, залить водой, чтобы вода покрывала еле-еле голубцы, потому что они утрамбуются и вода поднимется наверх. Не переливайте воду. Сверху тарелки нужно положить что-то тяжелое. У меня это кружка с водой. После закипания примерно минут 30-40 варятся голубцы. В это время маленькую головку лука обжариваем до золотистой корочки и добавляем томат. После добавления томата тушим еще где-то минутку и отправляем в кастрюлю. Потушим так минут 5 с томатом и можно будет подавать к столу.
Смотрите, какие красивые, аппетитные голубцы у нас получились. Подавать их лучше со сметаной и со свежими овощами. Готовьте по этому рецепту, и у вас обязательно все получится. Если вам был полезен рецепт, подписывайтесь. Постараюсь делиться с вами полезными рецептами и дальше. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые рецепты. Ну а я с вами прощаюсь. Готовьте с удовольствием. Всего хорошего.